Здравствуйте, мы приветствуем вас на верфи исторического судостроения Полтава. И сегодня мы с Кириллом Борисовичем хотим рассказать о Петровской морской артиллерии и о результатах некоторых исследований, которые мы провели недавно. Здравствуйте, очень рад выступить в этом месте. Позвольте представиться и представить моего коллегу Борис Вадимович Мигорский, исследователь Петровской эпохи, автор книги, посвященной осадам и штурмам Северной войны, и специалист в области военного дела Петровской эпохи и военно-исторической реконструкции. И я, Кирилл Борисович Назаренко, доктор исторических наук, профессор Петербургского университета. В первую очередь, когда мы говорим о морском деле Петровского времени, нужно очертить круг источников, ну и в первую очередь нормативных источников, поэтому сначала посмотрим, чем регламентировалась служба Петровской морской артиллерии. Ну и здесь нужно сказать, что первые морские уставы Петровского времени, первый из них появился в 1698 году и назывался «Правила службы на судах». Это был, по сути, дисциплинарный устав, калька с голландского устава 1662 года. Этот документ был внедрен в русском флоте вице-адмиралом Корнелием Крюисом. Он выходил в нескольких редакциях. В 1706 году он был выпущен как артикул корабельный. В 710 году он известен как инструкции и артикулы. И это, по сути, был основной нормативный документ для русского флота в первые 2 десятилетия его существования. Как все интересующиеся Петровским флотом знают, в 1720 году был издан «Морской устав». Полное его название – это «Книга-устав морской» о всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море. Это была, по сути, только первая часть морского регламента. Часть 2020 года «Устав морской» посвящена непосредственно действиям флота на море. 2 другие части касались управления адмиралтейством и управлением флотом в порту. Регламент о управлении адмиралтейству и верфи и о должном коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов при адмиралтействе обретающихся. И часть 2 регламента морского, в которой определено о всем, что касается доброго управления в бытность флота в порте, так и о содержании портов и рейтов. Вот эти 2 последние части были опубликованы в 1722 году. Естественно, работа над ними шла несколько лет до того. Поскольку нас сегодня интересуют довольно практические вопросы, касающиеся корабельной артиллерии, вот они довольно мало отражены в Петровском морском уставе, просто потому что этот документ чуть более высокого уровня. Ну, я бы сказал, что вообще мы в эта эпоха Петровская, это эпоха, когда еще только книжная форма передачи знания через книгу пробивала себе дорогу. И в основном все специалисты, начиная от каждого сапожника или крестьянина и заканчивая артиллеристом корабельного, они учились не по книгам, а учились от людей, учились от каких-то учителей, которые передавали им знания. И поэтому достаточно мучительным был процесс в конце 17-го, начале 18 века во всей Европе изложения на бумаге буквами этого знания, которое передавалось от человека к человеку. Поэтому, это как книга рецептов, знаете, ее написать-то можно, а готовить по ней трудно. Поэтому здесь та же была проблема, и мы не увидим поэтому в Петровском уставе ни тактических рекомендаций или нормативов, никаких моментов, связанных с управлением парусами. Этому вопросу посвящен только разговор капитана с адмиралом Конана Зотова, который трактует это как серию советов разного рода, и поэтому мы не увидим здесь и подробных детальных описаний работы с пушками. Это знание передавалось от человека к человеку, и забегая несколько вперед, записана первая артиллерийская экзерциция русского флота была около 1750 года, хотя она, вероятно, восходит и к Петровской эпохе. Поэтому мы не должны применять современное представление об уставных документах и нормативных документах к документам Петровской эпохи. Коль скоро упомянут Конан Зотов, несколько слов о нем и его работе. Это один из русских капитанов Петровского флота. Как мы знаем, подавляющее большинство именно капитанов, то есть командиров кораблей Петровского флота, были иностранцами, наемными специалистами. И лишь в 10-е годы XVIII века стало подрастать поколение русских командиров. А вот Конан Зотов был одним из них. Это был довольно образованный молодой человек, который провел довольно длинную стажировку на британском флоте.
Вернувшись, он помогал государю с переводами европейских морских уставов, делал переводы, в частности, французского устава, уставов других стран. И в 1720-22 году он по собственной инициативе написал книгу, которая, как он считал, должна была служить пособием для молодых офицеров российского флота, а также той инструкцией, по которой можно было экзаменовать офицеров при переводе в следующий ранг. Эта книга была издана в 1724 году именно под именем Конона Зотова, то есть это не был официальный регламент, спущенный сверху. Называлась эта книга «Разговор о адмирала с капитаном о команде». Была построена в форме катехизиса. Это довольно распространенный в тот период жанр, когда теоретические знания излагаются в форме диалога. Адмирал задает вопрос, капитан на него пространно отвечает, причем настолько пространно, что там именно в этом документе, а не в морском уставе, мы узнаем, какие команды подавались на корабле, какова была последовательность действий при смене галсов, при постановке на якорь, при снятии с якоря, при прибавлении, убавлении парусов. Вот вся эта практическая строевая морская часть описана более или менее подробно как раз в книге Зотова. В небольшой части как раз Зотов касается и морской артиллерии, о чем мы и поговорим. Ну и теперь нужно поговорить о непосредственно документах, которые в Петровское время касались того, что делали корабельные артиллеристы. Здесь надо сказать, что не очень много источников у нас. Самый относительно ранний и исчерпывающий, который говорит именно о специфике корабельной артиллерии, относится к 1702 году. Почему мы говорим о специфике корабельной артиллерии? Потому что, конечно же, трактатов, посвященных просто артиллерии, их было великое множество. Только при Петре было переведено на русский язык и издано в печатном виде как минимум 3 трактата Бухнера, Брауна и Брикнера. Но они все касались либо общетеоретических вопросов артиллерии, баллистики, пиротехники, обслуживания, либо обслуживания сухопутных пушек, процесс заряжания, дефектации и прочее. О специфике именно корабельной артиллерии эти трактаты ничего не говорили. Так вот, про морскую артиллерию мы узнаем в первую очередь из труда Фрэнсиса Пови, это офицер английского флота, который в 1702 году издал книгу под названием The Sea Gunner's Companion, которая описывала практические советы по обслуживанию морских пушек. Книга довольно подробная, очень интересная, поскольку она, скажем так, вникала в такие нюансы, которые трактаты до Пови, как он утверждает, не затрагивались. Но самое главное, что она содержит последовательность команд при заряжании орудия и стрельбе. Причем это тоже интересный вопрос. Понятно, что порядок действий при заряжании гладкоствольного орудия был общим и не отличался хоть в Китае, хоть в Англии. Но существовала совершенно разная, в значительной степени разная логика в распределении обязанностей номеров расчета и в соединении тех или иных действий под одним заголовком, под одной командой. А команды эти носят, опять же, не современный характер, то есть там не расписано каждое движение артиллериста. Впервые такого рода детальное описание это в России. Это 1756 год, правильно? Устав, который известный до нас, опубликованный Струковым сухопутный устав, но его нельзя применять к морской артиллерии в силу разных особенностей этого дела. И мы поэтому не можем сказать по Пове, например, что должен был делать, какие движения должен был совершать в данный момент каждый номер расчета. То есть мы знаем только общую схему. У Грундела, это шведская работа 1905 года, тоже есть такого рода описание, и у меня сложилось впечатление, что наши опирались на шведские примеры, потому что мной тут буквально в этом сентябре была найдена экзерциция рукописная, которая была записана около 1750 года, и которая содержит такую справку за подписью 10 констапелей, где сказано, что как мы в службу вступили, другой экзерциции не упомним. А относительно одного из них удалось установить, что он вступил в морскую службу в 1717 году. То есть мы можем утверждать, что это найденная экзерциция, записанная на рубеже 40-х, 50-х годов,
действовала, ну, по меньшей мере, с 1717 года, и она имеет очень близкие параллели с той, которая описана у Грундела. Причем у Грундела содержится несколько очень важных замечаний, которые детализируют действия расчета и позволяют нам значительно лучше о нем судить. Значит, кроме того, есть целый ряд рукописных сборников, но они не привлекали внимания раньше должного. Один из них, «Научение констапелям морским и сухопутным», был довольно давно введен в научный оборот, хранится в военном историческом музее артиллерии. А другие, ну, несколько штук есть для рукописи Российской национальной библиотеки, там еще они кое-где есть, они не привлекали должного внимания, хотя они содержат чертежи для начала, что само по себе очень важно, в том числе орудий системы 1716 года, которая была введена на флоте, морских именно имеется в виду, при Петре, и содержит различные указания по стрельбе из пушек, но этот источник нужно еще дополнительно изучать. При этом мы должны понимать, что если под этим сборником не стоит подпись Петра и нет заголовка там «Регламент его царского величества», это не значит, что это просто какие-то частные записки. Потому что, поскольку, как я уже говорил, знание передавалось от учителя к ученику, то такого рода сборники, они и являются как раз отражением той реальной практики, которая существовала на флоте, в частности русском, в частности в Петровскую эпоху. Да, ну, если говорить о том, чему, скорее всего, следовали петровские морские артиллеристы вот на заре существования флота, я думаю, будет обоснованным считать, что вот труд англичанина Пове 1702 года и шведа Грундела 1705 года это то, что было им известно, и то, что ими использовалось, в частности потому, что Петр прямым текстом намеревался и хотел нанимать как можно больше английских констапелей на Балтийский флот, и потому, что цейхмейстером русского флота Балтийского с 1715 года был швед Кристиан Отто. И английские и шведские материалы по этой теме должны были быть им хорошо известны. Ну и кроме того, в морском уставе, вот я собираюсь это обосновать, содержится как минимум одна прямая цитата из Грундела. Там два пункта, как раз касающихся артиллерийской обязанности констапеля, списаны из Грундела слово в слово. Да, ну и чуть позднее мы вернемся к вопросу о том, как действовал артиллерийский расчет корабельного орудия. Так вот, максимально подробно, уже с расписанием по номерам, с четким описанием, какие предметы артиллерийской принадлежности где должны находиться вокруг пушки. Вот все это описано уже в XIX веке в русском флоте. Это учение действию орудием и морской артиллерии 837 года и артиллерийское учение 1854 года. Соответственно, это уже эпоха Николая I. Эти документы нам могут помочь только опосредованно, поскольку у нас, в общем, речь идет о Петровской. Да, самое главное, что пушки стали гораздо тяжелее, и гораздо больше людей их обслуживало. При Николае Первом там прям буквально в 2-2,5 раза больше. Это вызывает определенные проблемы при применении этих знаний к эпохе Петра Первого. Хорошо. Тогда давайте обратимся непосредственно к пушкам. В первую очередь хотелось рассказать о артиллерийском вооружении Полтавы. Как мы знаем, Полтава — это линейный корабль 4-го ранга. В уставе это называется 50-пушечным кораблем, но по факту это 54-пушечный корабль. И Полтава была спроектирована таковой. Как мы все знаем, это первый линейный корабль, построенный в Санкт-Петербурге. Это не первый линейный корабль Балтийского флота, но это первый корабль, построенный в Адмиралтействе. Спроектирован и спущен именно как 54-пушечник. Однако не всегда Полтава носила именно 54 пушки. Корабли разоружали в конце каждой кампании и вооружали заново каждой весной. Исходя из того, какие пушки были в наличии в Адмиралтействе, и исходя из состояния корабля, вооружение могло меняться. И если, как правило, Полтава несла именно 54 пушки, то в 1714 и в 1721 годах на Полтаве, это известно по документам, стояло 52 пушки, да, то есть меньше запланированного. Когда Полтаву спустили в 1712 году, ее вооружение состояло из орудий калибра 12 фунтов, 8 фунтов и 3 фунта. Это были довольно малые орудия.
В 1715 году на Полтаву поставили орудия более крупных калибров: 18 фунтов, 12 фунтов и 6 фунтов. А почему стала возможна такая смена, да, и утяжеление веса бортового залпа? А потому что Петр вел постоянную работу по поиску более оптимальных пропорций орудий и по облегчению орудий. Да. В 1713-14 годах велась программа по отливке новой серии так называемых легких тонкостенных пушек, которые были заметно легче, чем орудия, которые отливались до сих пор. Это была пропорция, в которой было на нормативном уровне закреплены соотношения длины ствола орудия к калибру орудия. И были определены основные три калибра. Это 24 фунта, 18 фунтов и 12 фунтов. Ну, к слову, 24-фунтовые пушки на Полтаве не стояли, да, их стали ставить на корабли уже более высоких рангов. Нам известен вес вот этих вот орудий по пропорциям 13-14 годов. Так вот, 24-фунтовая пушка, именно ствол, весила 2500 килограмм, 18-фунтовая пушка 2800 килограмм. Внимание, казалось бы, пушка меньшего калибра весит больше. Дело в том, что 18-фунтовые пушки были длиннее относительно своего калибра, ну и за счет этого они были немногим тяжелее, чем 24-фунтовки. И 12-фунтовая пушка 1280 килограмм, если переводить, соответственно, из пудов и фунтов в килограмм. Работа по поиску оптимальных пропорций продолжилась, и в 1716 году появились новые пропорции, пушки опять стали легче. При этом появились в номенклатуре калибров новые калибры, такие как 16 фунтов и 30 фунтов. Здесь, насколько я понимаю, прослеживается уже французское влияние. Да, безусловно, там и по форме стволов это видно. Там характерная такая, уступ характерный появляется на стволах, который для французских пушек был характерен морских еще в конце 17 века. Ну и вот эта вот работа по поиску лучших облегченных пропорций была оценена по достоинству. Довольно известный автор Петровского времени, англичанин Джон Ден, это капитан, который служил в российском флоте, потом вернулся в Англию и написал свой труд о Петровском флоте, ну, в значительной степени такого разведывательного характера. Так вот, он в 1723 году писал: «Россияне теперь достигли великого совершенства в отлитии пушек, так что современная пушка с ядром 18 фунтов весит не более, чем 12-фунтовая пушка, отлитая 10 лет назад». Как правило, артиллерия на кораблях была чугунной, на суше пушки были, как правило, бронзовые. Здесь нужно вкратце объяснить, почему это было так. Чугун был гораздо дешевле, чем орудийная бронза. Поэтому в сухопутной артиллерии, там, где нужно было пушки перевозить на лошадях или с помощью мускульной силы артиллеристов, старались использовать именно бронзовые орудия, хотя они были дороже. В начале 30-х годов там примерно в 20 раз, если по весу считать одинаковое орудие, бронзовое было дороже, чем чугунное. При этом на флоте и в крепостях не так было важно, как будут перетаскивать эти пушки, но их нужно было много. В крепостях это сотни орудий, на флоте это десятки орудий на одном корабле, поэтому в крепостях и на кораблях использовали в основном чугунную артиллерию. У этих материалов были свои особенности, в частности, чугун, он довольно хрупкий, при этом артиллерийская бронза, она более пластичная. Это приводило к тому, что были разные требования к шпиль-руму. Что такое шпиль-рум? Это зазор между ядром, да, артиллерийским снарядом, и стенками ствола. Если у нас небольшой зазор, да, небольшой шпиль-рум, это не дает пороховым газам прорываться за ядро и положительно влияет на эффективность выстрела. Ядро летит дальше, выстрел мощнее, но это требует, во-первых, гладких стенок ствола, во-вторых, гладких стенок ядра. Петр в одном из своих писем это подчеркивал, потому что если у нас ядро с какими-то шероховатостями, и если оно каким-то образом заклинится в чугунном стволе, то этот ствол разорвет, он хрупкий. Бронзовый ствол в этом отношении менее прихотлив, и поэтому можно было стрелять с меньшим шпиль-румом. С точки зрения такого визуального осмотра,
как правило, чугунные орудия, ну, во-первых, да, по цвету отличается, да, чугун, там, черный, бронзовое орудие, соответственно, бронзового цвета, там, или в патине, или, не знаю, чистили ли их. Чистили однозначно. Отлично, да. Ну, тогда тем более визуально должны были. В армии все чистили. Да. Пушки чугунные не имели дельфинов, да, вот этих вот ручек над цапфами, ну, а бронзовые орудия имели. Плюс, конечно же, бронзовые орудия были более богато украшены. Ну, просто характеристики материала позволяли наносить более интересные узоры. Ну, вот здесь в качестве примера чугунная пушка корабельная литья в Воронеже 1716 года. Здесь, в частности, хорошо виден рельеф. Все равно такой довольно оплывшие края этих литер, да, мы не видим на пушках Петровского времени таких вот прям... Ну, просто на бронзовых пушках прочеканивали еще рельеф, а на чугунных невозможно прочеканивать, поэтому он был такой смазанный. Конечно же, когда мы говорим о артиллерии Петровского времени, мы в основном говорим о дульнозарядной артиллерии. То есть это орудия, которые полностью заряжались только с дульной части, но нельзя сказать, что казнозарядных орудий не было в Петровскую эпоху. Они были, они назывались немецким или голландским словом «бакштыкен». Это были в чистом виде казнозарядные орудия. Мы находим свидетельства о них в Азовском флоте, начиная, да, с конца 17 века. Но, как правило, в Азове речь шла о небольших орудиях или даже басах. Басы — это вертлюжные пушки или фальконеты, соответственно, совсем маленьких калибров. Чем хорошо казнозарядное орудие, да, оно позволяет вести огонь быстрее и перезаряжать быстрее. И меньшим количеством людей обходиться при этом. На Балтийском флоте массово, скорее всего, казнозарядных орудий не было, хотя у нас есть свидетельство, что на Аланецких петровских заводах, современный город Петрозаводск, отливались опытные образцы больших калибров, 18 и 24 фунта. Этим занимался на тот момент руководитель Аланецких заводов Вильям Генин, который, в частности, писал, что вот мы сейчас отливаем такие казнозарядные орудия, но есть проблема, потому что орудия с клином прямоугольной формы, они не так эффективны, и лучше делать клин круглый, потому что его не заклинивает. Но главное, там, я так понимаю, главная проблема была прорыв пороховых газов, неустранимый при такой системе. И второе — это загрязнение нагаром клина, когда его через несколько выстрелов было трудно и вставлять, и вынимать. Поэтому казнозарядные орудия вплоть до 60-х годов 19 века, ну, в общем, были экзотикой и не представляли собой прогрессивной инновации какой-то. Тем не менее, в Петровскую эпоху они были, и один из таких образцов мы наблюдаем, как раз Алонецкого литья 1711 года, мы наблюдаем в артиллерийском музее в Санкт-Петербурге. Перейдем к снарядам артиллерийским. Первое, ну и основной снаряд — это ядро. Ядро — это всегда цельно литой чугунный шар. В отличие от того, что могут показывать в исторических фильмах, ядро не взрывается. Поэтому, если фраза «ядро взорвалось», это пример полного абсурда. То есть сразу можете ставить галочку, что эти люди ничего не понимают в артиллерии 18 века, если кто-то это скажет. Соответственно, ядро — это шар, который предназначен в первую очередь для того, чтобы пробивать препятствия своей массой и своей скоростью. На Петровском флоте основными калибрами были 3 фунта, 6, 8, 12, 18 и 24. Соответственно, 3-фунтовое ядро было калибром 76,2 мм. Ну, а 24-фунтовое ядро — это 153 мм. Можно тут отметить, что фунт ни в коем случае артиллерийский. Не надо путать с торговым фунтом. Торговый русский фунт 409,5 граммов. Он использовался для измерения там торговых всяких вещей. Артиллерийский фунт, это русский артиллерийский фунт, это вес чугунного ядра диаметром 2 дюйма. Хотя это тоже условно, потому что в начале 19 века, когда начали эксперименты проводить, оказалось, что это довольно так притянуто за уши. Но, тем не менее, вес русского артиллерийского фунта примерно 488-491 грамм. И он совпадает с французским артиллерийским фунтом, поэтому русские и французские калибры полностью взаимозаменяемы. Тогда как в британском флоте использовался в качестве артиллерийского фунта, ну и в армии тоже, британский торговый фунт 450 граммов, и в каждой прочей стране Европы также использовался свой фунт, который мог совпадать с местным торговым фунтом, мог не совпадать. Поэтому
Нужно было, если вы видите там шведская 30-фунтовая пушка и русская 30-фунтовая пушка, не надо удивляться, что диаметр канала ствола у них будет разный. Шведский фунт был довольно значительно меньше русского, примерно он был где-то 430 граммов, и поэтому шведская 36-фунтовая пушка, в общем-то, соответствовала по весу ядра примерно русской 30-фунтовой. Поэтому нельзя в сражениях русского и шведского флота тупо сравнивать вес залпа по калибрам орудий. Шведский вес будет меньше реальный, чем русский. Это нужно иметь в виду. При этом реальное ядро могло отличаться по весу от номинального, потому что плотность чугуна, во-первых, отличается, и, во-вторых, допуски могли быть довольно широкими. Проиллюстрировать рассказ о ядрах, я хотел бы вот этой подборкой ядер из музея в Хельсинки. Здесь наглядно видно, что даже монолитный чугунный шар можно сломать. Ядро могло разбиться при ударе о камень, например, твердый. Об гранит ядро могло расколоться чугунное, безусловно. Но это правильно говорить, разбилось ядро, а не взорвалось. Если ядра предназначаются для того, чтобы пробивать борта и сбивать мачты, то для того, чтобы наносить повреждения такелажу и парусам, предназначались книпеля. Таким довольно расхожим представлением о книпелях является то, что это два ядра, соединенных между собой цепью, которые летят, вращаются, и в этом полете, поскольку довольно большие габариты этого снаряда получаются, они рвут веревки, паруса. И действительно, во многих наставлениях по артиллерии с XVI века мы наблюдаем эти, как их называли в русской литературе, цепные ядра. Но если мы посмотрим на реалии Петровского флота, то становится понятно, что от цепных ядер к тому моменту уже стали отказываться. И упомянутый англичанин Фрэнсис Пови, он в своем трактате 702 года говорит, что книпеля на цепях, они не так хороши, от них начинают избавляться. В частности, он там описывает механику, как заряжали, да, то есть это вот две половинки ядра, которые соединены либо цепью, либо таким раздвижным штырем. Вот чтобы все это дело не расклинило в канале ствола при выстреле, эту цепь или этот штырь вкладывали в специальный деревянный стакан и уже вот всю эту конструкцию заряжали. Но, как сказано, это было недостаточно эффективно, и к началу XVIII века от цепных ядер начали отказываться. Что же было на Петровском флоте? Это то, что в Англии называлось double headshot, немецкая терминология или голландская, употреблявшаяся в России, это штанкугель. Это ядро, ну не ядро, а снаряд, напоминающий гантелью. Там, если говорить, здесь подлинные показаны, слегка такие коррозированные, а если посмотреть на чертежи, то мы увидим, что каждая образующая вот эта широкая этого снаряда имеет углубление в форме ядра, и в целом общий объем такого книпеля приблизительно равен объему ядра соответствующего калибра. Ну и он не намного больше, и это позволяло стрелять тем же количеством пороха, что и ядро. При этом существовали тактические нормативы, вот как раз в этой экзерциции, которая записана в середине XVIII века, там прямо говорится, что на дистанциях свыше 150 сажень, то есть свыше 300 метров примерно, стрельба ведется ядрами, и при этом порты открываются, при этом порты постоянно остаются открытыми, а на дистанции менее 150 сажен стрельба ведется книпелями и картечами, и порты при перезаряжании орудий закрываются. Соответственно, применяется канатный банник и прибойник, но об этом чуть ниже. И вот эти вот книпеля в форме гантели, они господствовали в Петровском флоте. Они были двух типов, либо цельнокованные, либо литые, но внутрь литых вставлялся кованый стержень, потому что без этого стержня книпеля ломались. Даже в полете они могли ломаться, они при ударе, и были неэффективны. Да, совершенно верно. Пове об этом пишет. Если в этом чугунной конструкции нету железной вставки кованой, да, то он раскалывается, и дальше летят, по сути, два обломка, которые уже не так эффективно будут рвать такелаж. Действительно, вот даже в научении констапелем 1718 года написано, что в ближнем бою книпелями рекомендовалось стрелять не только, да, общее место, книпелями стрелять для того, чтобы убавить ход у противника, да, лишить его парусов такелажа. Так вот, не только книпелями рекомендовалось стрелять по ватерлинии, поскольку книпеля, вот такие, да, в виде гантели, они оставляют рваные пробоины, которые тяжело заделывать,
и поэтому их можно тоже использовать для пробития борта корабля противника. Третий тип боеприпаса, который мы встречаем в номенклатуре констапельских припасов в морском уставе 1720 года, называется древгагл. Слово довольно необычное и мало что нам говорящее. На самом деле это то, что позднее начали называть крупная картечь или вязаная картечь. Это на деревянной основе набор из 30 довольно крупных чугунных пуль, которые укладываются в 5 рядов по 6 шариков, запаковываются в холстиный мешок и обвязываются бечевкой. Собственно, отсюда и название «вязаная картечь». Потом еще окунаются в жидкую смолу, поэтому они имели вид такого, как бы сказать, такой чурчхелы, я бы сказал. Картечь нужна для чего? Для того, чтобы очищать палубу от живой силы противника в первую очередь. Снаряды ближнего боя, их применяли как в чистом виде, так и заряжая одновременно с ядром. Об этом мы находим, во-первых, практическое свидетельство в бое, собственно, единственный и основной славный бой Петровского корабельного флота при острове Эзель в 1719 году. Там в ближнем бою с шведским кораблем использовали заряжание ядро и картечь. При этом ядро укладывалось на порох, а картечь сверху, потому что, а не наоборот. Потому что иначе картечь была бы разрушена внутри ствола об ядро и заклинилось бы ядро картечными пулями. В общем, получилась бы полная ерунда. Да. И в одной из инструкций для береговых батарей острова Котлин Петр тоже писал, что на ближних дистанциях заряжать картечное ядро. Чем еще выгодна картечь? Это снаряд, который не нужно было пожевать. Если шарообразное ядро, оно может выкатиться из ствола, поэтому нужно обязательно его прибивать пыжом, то вот такой вот картечный снаряд, он не выкатится, поэтому его не пожевали. И поэтому ускорялось заряжание. То есть второй пыш не нужно было накладывать поверх ядра, что позволяло в ближнем бою стрелять немножко быстрее. Но при этом, что касается веса пуль, то вес пули был столько лотов, сколько фунтов в ядре. То есть для 18-фунтовой полтавской пушки это 18 лотов, то есть это 12 на 18 умножить, это будет 300 граммов приблизительно. Ну, там, почти 300 граммов вот этот чугунный шарик каждый весит. И 30 таких шариков. Да. И свинцовая картечь применялась, но только для очень маленьких пушек 1-2 фунта. Ну, это не актуально для Полтавы. Коль скоро мы говорим о боеприпасах, нужно упомянуть о порохе. Порох был 3 сортов. Пушечный, крупный, мелкий для затравок и мушкетный. Ну, названия говорят сами за себя. Для того, чтобы навешивать этот порох, использовались медные мерки, да, кружки, которыми насыпали порох в картузы, медные весы, медные воронки. Почему все медное? Потому что медь не дает искры. Любой железный предмет в обиходе констапеля, он в теории может дать искру, которая может поджечь порох и приведет к непоправимым последствиям. Поэтому по максимуму все было деревянное. Железного ничего у артиллеристов не должно было быть, ну, тех, кто имеет отношение с порохом, вплоть до того, что в крюит-камеру запрещалось входить в башмаках, потому что башмаки могут быть подбиты железными гвоздями. Есть очаровательное свидетельство Саймонова о том, как в 1716 году Петр вводил экскурсию для датского короля по своему флагманскому кораблю «Ингерманланд». И вот он его привел к крюит-камере. Караульный офицер их не пустил в крюит-камеру и пустил их только тогда, когда оба государя разулись и босиком в чулках вошли туда. Датский король, очевидно, был очень этим недоволен, но обстановка обязывала. Но это были еще чуни, вообще говоря, для войлочной чуни, для хождения в погребах, потому что где было холодно, на корабле-то босиком ходили и так значительная часть времени. Да, или их еще называли волосяники. Волосяники, да, еще. О качестве пороха надо сказать, что неоднократно встречаются оценки, что у русских пороха было очень много, они его тратили очень много и на фейерверки, на что угодно, но качество пороха было хуже, чем у шведов. Есть описание боев, когда русские и шведские корабли обмениваются выстрелами, и шведские ядра летят дальше, чем русские.
Были специально проведены пробные стрельбы в 1717 году. Была захвачена какая-то трофейная партия шведского пороха, ее тестировали, сравнивали с русской. Вот шведский порох оказался лучше, и один из артиллеристов Балтийского флота написал, что если у шведов ядро летит, он, правда, не уточнял калибр, летит на, ну, в переводе с сажений на метры, на 426 метров, то русское ядро полетит на 320 метров, да, то есть, в общем... Да, скорее всего, прямой выстрел имелся в виду при горизонтальном положении ствола орудия до момента первого падения ядра на землю. Нужно учитывать, что в сухопутной артиллерии широко применялась стрельба ядром на рикошетах. И не надо думать, что ядром убивало только того солдата, в которого попадало ядро один раз. Если оно удачно рикошетировало, то могло свалить и 20 человек. Но и на море теоретически рикошетирование от воды тоже было возможно, потому что, согласно вот документу середины XVIII века, от канониров требовалось наводить и попадать у воды. То есть тот, кто попадал у воды на тренировочных стрельбах в мишень, получал награду. То есть стреляли по ватерлинии. И в этой ситуации, конечно, рикошетирование было возможно и на воде. Ну, видимо, в какую-то более-менее спокойную погоду, но мы не знаем, как это все, насколько это было часто и как это вообще выглядело. Продолжая разговор о боеприпасах, порох насыпали в картузы. Если на заре артиллерии, особенно на суше, могли заряжать пороховой заряд просто шуфлой, да, это медный совок, который зачерпывали из пороховой бочки и насыпали в ствол, на корабле этого было категорически делать нельзя, потому что насыпной порох — это всегда повышенная опасность. Тем не менее, так делали. И еще у Ильина в 1837 году говорит, что шухлы на корабле нужны на случай каких-то фантастических обстоятельств, если вдруг не будет картуза. Но этого старались избегать. И уже Пови пишет, что шухла в основном применяется для разряжания орудия, а не для, чтобы ядро достать, а не для заряжания его порохом. И она нужна, но не для того, для чего она предназначена. Соответственно, порох засыпали в картузы. Картуз — это мешок с определенным количеством пороха стандартизованным. На корабль порох грузили в бочках в начале кампании и рассыпали по картузам уже непосредственно в начале плавания. Это была очень ответственная процедура. На всем корабле тушили огни, расставляли караулы, чтобы, не дай бог, соответственно, подчиненные констабеля, артиллеристы занимались рассыпанием пороха в картузы, укладыванием их по калибрам в отдельные сундуки, накрытые брезентом. Из чего делались эти картузы? У нас в морском уставе 1720 года упомянуты картузы двух типов. Это бумажные картузы и пергаменные картузы. Чем отличались эти материалы? Бумага, она была довольно легкая, дешевая, очевидно. Очень дешевая, примерно в 12 раз дешевле пергамена, если считать вот по документам воинской морской комиссии 30-х годов. Нюанс был в том, что бумага, она хрупкая, и если на такой бумажный картуз попадает вода, он размякает, может развалиться. Пергамен — это очень хорошо выделанная кожа. Его плюс заключается в том, что после выстрела пергаменным картузом можно не банить орудие, потому что пергамен никогда не оставляет тлеющих остатков в канале ствола. Бумага или любая другая ткань, она может оставить какие-то тлеющие ошметки картуза в канале ствола, а пергамент этого не делает. Соответственно, пергаменные выстрелы можно делать быстрее, без дополнительного пробанивания. Петр в 715 году даже заказал какой-то там 20 тысяч листов пергамена в Англии. Да, можно представить, сколько это стоило, но, очевидно, это стоило некой скорострельности, которая добивалась таким образом. Холстиные картузы, насколько известно по источникам, не использовали. Тканевые картузы, тем не менее, были. Это было так называемое монотейное полотно. Вот на экспозиции у нас есть корабельный священник, иеромонах, в таком плаще, который у монахов назывался монотейка. Это суконная ткань. Ну, это, собственно, сермяжное сукно, вообще говоря. И на суше это называлось армяк. Прямо. И еще в наполеоновские войны это называлось армяком, этот материал. Вот. Но тут есть интересный момент. Я был, честно говоря, удивлен довольно сильно, когда оказалось, что в петровское время, в общем, армячные картузы или монотейные использовались достаточно скромно, и что пергамен был основным. Но Грундел, например, пишет, что бумажные картузы можно использовать для холостых выстрелов, а для боевых только пергаменные.
но и что пергаменного картуза был минус. Вот Грундел рекомендует его прорезать ножом крестообразно перед заряжанием, потому что, видимо, не всегда можно было его удачно проколоть протравником через запальное отверстие. Но в русских документах этого мы не видим, но это не значит, что в России так не делали, потому что информация передавалась во многом устно и не фиксировалась на письме. Картузы из монотейного полотна упоминаются в документах в 1714 году, но в морском уставе уже не упоминаются. Интересный момент, который находится вот в этой прежней экзерциции, записанной в 50-м году. Там написано, что картуз вкладывается в канал ствола узлом к казне и швом вниз. Что, честно говоря, немножко странно, потому что узел к казне, это значит, что будет недостаточно плотное прилегание. Но вот, тем не менее, и у меня ощущение, что это связано с тем, что если узел развяжется во время досылания, меньше шансов, что порох рассыпется по стволу. Но это наши гадания, мы не знаем. Но предписание однозначное. Узлом к казне, швом вниз. Ну и как делали эти картузы? В констапельских припасах был картузный навойник. Это цилиндр по диаметру калибра с ручкой, на который наматывалась либо бумага, либо пергамент. Очевидно, заклеивались... Нет, бумага сшивалась. Бумага вот клея в 30-е годы про бумажные картузы нет ни капли, а только ниточки. Как сшивали бумагу? Ну, мы попробуем. Если тут называется «Полтава нам поможет», мы попробуем сделать мастер-класс этого дела и попытаемся сшить картуз ровно из того количества материала, которое отпускалось на эти вещи. Это где еще такую бумагу рыхлую взять? Но бумага была картузная, в смысле, типа оберточная, вероятно. Но хотя тут надо, да, подумать тоже. Но зато есть мастерская по отливке бумаги в РНБ. Можно сразу заказать. Да, действительно. И использовался молоток деревянный картузный для того, чтобы, видимо, обстукивать на вот этом навойнике картуз, чтобы зафиксировать форму. Хорошо, мы поговорили про орудия, про боеприпасы. Пришло время поговорить об артиллерийской принадлежности. О ней мы знаем из разных источников, но говорить о том, что было базовым набором принадлежностей в Петровском флоте, мы можем, потому что в морском уставе, в приложении, есть перечень констапельских припасов, так называемых. То есть это все, что относится к артиллерийскому хозяйству на корабле. Очевидно, это практика, зафиксированная регламентом к 2020 году, то есть после 2020 года совершенно точно это набор припасов, который имел место на кораблях, ну и, скорее всего, до тоже. У нас просто получается такая, вилка, потому что есть вот ранняя информация, у ПОВИ есть перечень, есть устав морской, и есть детальный перечень всех артиллерийских и не только артиллерийских припасов, сделанный в рамках работы воинской морской комиссии 1732-35 год. Причем, судя по документам ВМК, они ничего нового не придумывали, они просто считали, сколько метров веревочки, там, не знаю, ткани, граммов смолы какой-нибудь, ниток идет на каждый предмет, там, и дерево, и сколько это стоит, в конце концов. Поэтому у нас есть точное понимание, сколько в граммах шло каких материалов, вплоть до каждого гвоздя, на изготовление каждого предмета для каждого калибра. И это позволяет реконструировать все эти принадлежности с большой точностью. Плюс есть штаты, те же самые воинской морской комиссии разработанные, где сказано, сколько там швабр должно быть на каждом корабле по рангам, в зависимости от количества пушек, там, пальников, банников и всего остального, вплоть до там каких-то мельчайших совершенно деталей. Поэтому мы можем достаточно уверенно говорить о возможности реконструировать набор этих предметов позднего Петровского времени, во всяком случае, для 20-х годов. Да, согласен. Ну что ж, давайте тогда пройдемся по списку констапельских припасов, как раз согласно уставу 1720 года. Пройдемся списком, потом на некоторых предметах остановимся. А потом уже поговорим о том, как их использовали. Банник на шесте. Банник, да, предназначен для прочистки канала ствола. Существовал в двух видах. Первый — это на шесте, то есть на длинной деревянной ручке, когда заряжать орудие можно было, не закрывая орудийный порт. И банник на канате для работы при закрытом порте. Соответственно, это гибкая ручка. С одной стороны гибкая, с другой стороны достаточно жесткая. То есть это был не просто канат, это был оклетневанный канат. Определенной толщины, который строго определенный в соответствии с калибром орудия. К баннику шел, как тогда называлось, набойник. То есть это деревянная цилиндрическая колотушка для прибивания ядра, картечного снаряда либо пыжа
Соответственно, тоже был в версии на шесте и на канате. Пыжовник, вывертка по типу штопора. Здесь он существовал исключительно в версии на шесте, которым можно было выкрутить пыж для того, чтобы разрядить пушку без выстрела. Медная насыпка, так в уставе названа шуфла. То есть медный совок, помним, да, почему медный, прибитый, соответственно, все прибивалось медными гвоздями к артиллерийской принадлежности. Как было сказано, шуфла была нужна не для того, чтобы заряжать насыпным порохом, а для того, чтобы можно было либо вкладывать картуз в ствол. Во французском уставе, который был при Петре переведен и издан на русском языке, если мне память не изменяет, там как раз написано, что шуфла нужна в случае, если у вас орудие с раковинами в канале ствола. Ну, такое бывает. Если картуз гнилой, тоже был вариант, его надо было шуфлой заряжать. Потому что если мы просто проталкиваем, да, там бумажный картуз, и он цепляется за края этих раковин, да, то он порвется. Там останется порох, и получится, во-первых, мало того слабый выстрел, так еще и всякая опасность воспламенения пороха перед ядром может возникнуть. Поэтому вот если пушка имеет ущербный канал ствола, то вот шуфла нужна была в частности для этого. Пальник — это деревянная ручка, на которой крепился пропитанный селитрой фитиль для, собственно, воспламенения запала. Катка — это деревянное ведро, над которым держали тлеющий пальник, ну, тлеющий фитиль на пальнике. Клинья деревянные и подкладки деревянные. Ну, если клинья — это то, что подкладывается под казну ствола для вертикальной наводки, то подкладки деревянные — это клинья, упоры под колеса. Но еще подушка еще была как деталь. Это большая плоская подкладка под клинья, которую убирали, видимо, в момент крепления его походному, чтобы ствол достаточно высоко поднялся. Но это обязательная подкладка, подушка, точнее, обязательный элемент каждого станка. Да, клинья деревянные, рог пороховой, ну, для насыпания затравочного пороха. Набор буровые затравочные, медные затравки и железные затравки — это для того, чтобы прочищать канал запального отверстия. Существовало в, видите, 3 видах, они были железные и медные. Был вариант с буровом, то есть, ну, как небольшое сверло, и был вариант с небольшим крючком. Соответственно, вот, чтобы по-разному можно было прочищать запальное отверстие. Ганшпак названо в морском уставе, позднее это известно как ганшпук, по 2 на большое орудие, то есть это деревянный рычаг, с помощью которого можно было ворочать пушку. Но не только этими 2 ганшпугами ворочали пушки, были еще 2 лома железных, которые предназначались, в общем, для того же. То есть на одно орудие большого калибра было 2 ганшпуга деревянных и 2 лома железных. У Пове, кстати, написано, что на английском флоте тогда некоторые практиковали в ближнем бою, видимо, в какой-то отчаянной ситуации, заряжать вместо книпеля железный лом. Но это уж так, совсем с горя делали. Да, это... и вот он пишет, что вот это вот совершенно порочная практика, потому что вы лишаетесь ценного корабельного имущества, ну а эффект, в общем, не знаю. На малые пушки, вот в нашем полтавском случае, на 12-18 2 ганшпуга 2 лома, на 6-фунтовые 2 ганшпуга 1 лом. Да. Опять же, есть точные данные о количестве этих предметов для начала 30-х годов на каждое орудие каждого калибра. Свинцовые пушечные покрышки на запалы. Это свинцовая накладка из толстого листового свинца, которая привязывается к казенной части пушки и, собственно, закрывает запал. Ну, в походном состоянии она просто предназначена для того, чтобы в запал не попадала влага. Хотя в походном состоянии, как минимум, согласно Пове, еще затыкали пробкой и обмазывали жиром. Но у нас вот об этом ничего не говорится, и у Грундела тоже об этом не говорится, о затыкании пробкой и обмазывании, какая английская фишка, да. Вот. Ну и при заряжании закрывать на каждом этапе запал свинцовой крышки, это было жизненно необходимо, потому что мы насыпали порох на полку, пока мы не на полку, на запал, пока мы наводим орудие, с соседней пушки прилетела искра, может произвести воспламенение, да, неконтролируемое. Накладки были адского размера. Вот в начале 30-х годов на 18-фунтовую пушку накладка весила 20 фунтов, то есть 8 килограммов. И, видимо, это было сознательно сделано для того, чтобы она никуда не ушла с пушки, чтобы ее можно было положить, и она бы там точно лежала. И такой же большой вес сохранялся до 30-х годов 19 века. Там есть документы, когда их решили сделать полегче при Лазареве, там, на Черноморском флоте, но это уже было через 100 лет после того, как. Дальше. Пыж деревянный. Это затычка для канала ствола.
Ну, это, собственно, пробка называлась, если быть точным. Причем пробка, как выяснилось, была корковая. То есть не деревянная, а из той самой пробки, которой затыкаются бутылки. Ее покупали за довольно большие деньги. Деревянные пробки березовые использовались только на береговых батареях. И эта корковая пробка, опять же, есть точные расчеты материалов и даже длина веревочки, которая вставлялась в середину этой пробки и потом охватывалось дульное утолщение, чтобы она не вылетала. И эти пробковые корки у нас сохранялись до прям наполеоновских войн на флоте. И они плотно затыкали. Ну, вот это, конечно, удивительно, потому что я видел подводную археологию какого-то английского корабля, там вот эта пробка или там пыш деревянный, она точеная из бревна, цельноточеная. И казалось бы, это самое простое и дешевое, да? Она забухала. Там главная проблема была, что она забухала, и в 19-вековых текстах сказано, что для аварийного открывания орудия нужно иметь тупое долото и мушкель. То есть просто подковыривать эту пробку и выбивать ее молотком деревянным, иначе она не выходит. Но вот факт, корковая пробка является медицинским фактом, я бы так Это, да, интересно. выразился. Дальше. Бочки, обшитые кожей, упоминаются в концтаборских припасах. То, что на суше в артиллерии называлось копиармус, то есть это бочка, у которой, естественно, поскольку это бочка для пороха, у нее не было железных ободов, это были обода из лозы, а сверху у нее кожаный рукав на затяжке, соответственно, даже когда она открыта, да, этот рукав сложен, и искра туда непроизвольно не попадет. На суше использовали копиармусы для того, чтобы оттуда черпать шуфлой насыпной порох. Поскольку на корабле это не актуально, то у Пови об этом написано, что эти бочки использовались для того, чтобы ставить их между пушками и туда складывать промежуточный запас картузов. Но у Грундела и в русских документах об этом ни слова не сказано. Везде говорится, что каждый картуз приносит человек из кают-камеры. Понятно, что этот запас расходных картузов, он имел опасность взрыва. Кроме того, еще ряд был предметов, например, швабра и ведро, такая ушат для воды, потому что палуба перед работой с орудием смачивалась водой, кожаное ведро на веревке, которым вода черпалась из-за борта, и, конечно, это тали, которыми орудие поворачивалось и крепилось. Нам известен набор этого такелажа артиллерийского по пушкам, по калибрам. Значит, на каждую пушку предполагалось иметь по один брюк, то есть канат, которым орудие крепилось к борту, причем в русской и шведской и французской традиции при Петре брюк крепился не к винграду, а пропускался через отверстие в станке, и к винграду его стали крепить позднее. Значит, далее пара талий, которые крепились с боков орудия и представляли собой двухблоковые талии с одним двойным блоком и одним одинарным блоком. Кстати, их размеры тоже нам известны. Один комплект нот талий, это, скорее всего, это талии, которыми не факт. Потому что в качестве откатных талий в экзерциции сказано вот 50-го года, что одна из боковых талий закладывается на рымы около диаметральной плоскости корабля. И третья таль не используется. У испанцев она тоже, кстати, не использовалась, только при штормовом креплении. Но таль, скорее всего, но об этом надо еще подумать, это агрегат, с помощью который закладывался в рым над портом, второй конец закладывался каким-то образом за винград, и в походном положении над талями орудие притягивалось к, таким образом, рыму над бортом и фиксировалось более прочно. Есть иллюстрации, которые фиксируют, это показывают такое крепление орудия. На орудиях малых калибров вместо нот талий применялись штерты, то есть просто кусок веревки без блоков, поскольку орудия были легче. Кроме того, полагалась еще одна стропа на каждое орудие, большого калибра, до 3 фунтов, кроме самых маленьких. То есть стропа, скорее всего, предназначалась для погрузки и выгрузки орудия, для крепления его к каким-то талям, которыми орудие вынималось из палубы и переносилось куда-то на берег или на Плашков. И для орудий крупного калибра до 12 фунтов полагался сартов. Сартов — это, скорее всего, и есть замена откатных талий для походного крепления. То есть просто веревка без блоков, которая закладывалась за рымы посередине корабля, вытягивалась, а потом уже окончательно орудие фиксировалось вытягиванием боковых талий и нот талий. И получалось, в общем, вполне надежное крепление. Ну и то, что сартов полагался только для орудий довольно большого калибра, говорит о том, что для маленьких и так стояли спокойно.
А при этом у англичан сильно отличалась система крепления орудий. Вот те же испанцы указывают на то, что у них прям радикально другая система крепления, и испанская больше похожа на французскую, и, соответственно, французская больше похожа на нашу. И, может быть, даже можно говорить о том, что была континентальная традиция какое-то крепление пушек и английское, но об этом пока рано еще. Я не буду так неаккуратно выражаться. Может быть, со временем это станет более понятно. Да, но почему так много внимания обращали фиксации пушки в походном положении? Есть художественное произведение Виктора Гюго, 1793 год. Там очень наглядно описано, что происходит с кораблем, если пушка отвязывается, и во время качки ее начинает носить по всей орудийной палубе. Там же в итоге поймали пушку и наградили матросика сначала крестом Святого Людовика, а потом казнили. Ну, потому что он был виноват еще в том, что пушка отвязалась. То есть все по справедливости было сделано, молодцы. Да. Так и надо. Хорошо, давайте тогда посмотрим, как выглядела эта принадлежность на изображениях, собственно, эпохи близкой к Петровской. Вот это самое цветное из того, что мы смогли найти. Ну, это начало 19 века Дания, но это очень архаичные изображения для начала 19 века, которые вполне бьются с первой половины 18-го, поэтому здесь можно на них смотреть. Хотя просто надо понимать, что это не единственное изображение, и мы опираемся в реконструкции не только на... Но мы сейчас посмотрим их на несколько, да. Когда мы говорили о констапельских припасах, мы еще не упомянули картуз-кокеры. То есть это деревянные футляры, в которые вкладывался картуз, когда его переносили из крюит-камеры, соответственно, к пушке. А здесь мы видим на этом датском рисунке как раз и картуз-кокер вот этот справа красный. А те русские тоже красились суриком, то есть они были такого яркого красно-оранжевого цвета. Надо сказать, что как раз в Адмиралтейском регламенте описано, что все снаряды и вся принадлежность, она маркировалась белой краской по калибрам. Ну, соответственно, нужно было... И опять же упоминание крохотулечки белой краски для каждого кокера и каждого там другого предмета имеется в документах воинской морской комиссии. Там несколько золотников, белил немецких там на каждый картуз. Здесь мы видим пороховой рог, к которому привязаны затравки. Протравники. Они... Ну, или затравки назывались. Затравки да, это просто... петровская терминология. Сейчас мы привыкли к слову протравники. Видите, и Повик как раз, по-моему, их рекомендовал привязывать, или один из английских документов. К рогу, совершенно верно. Просто было непонятно, как они привязывают, к какому месту рога. А тут видно, что к середине той веревочки, за которую все это вешалось на пояс. Ну, в общем, логично, потому что и рог, и затравки, они нужны ровно для работы на запале. Соответственно, никаких форм ручек не было, то есть это была просто проволочная шила, да, с петлей. В какой-то подводной археологии мне встречалась версия чуть более вычурная. Там эта проволочная петля была большого размера и свернута вот так вот бабочкой. Но это уже такое, кто-то эстет был какой-то, констапель. Вот, и здесь мы видим, в частности, крышку вот эту свинцовую. К ней полагалась веревочка, которая прихватывалась к казенной части в походном положении. Вот здесь мы видим снаряженную пушку, это тоже из того же датского манускрипта. Здесь видим, она заткнута, дуло заткнуто пробкой. Кстати, корковой, потому что по виду она прям один в один, как корковая пробка. На другом рисунке этого манускрипта там видно прям точеная пробка такая. Она не точеная. Я это интерпретирую как прогиб, как в пробке термоса, которая при долгом употреблении. Там, в общем, мы это ученые спорят о некоторых деталях. Дальше, если говорить уже непосредственно о Петровском времени, у нас есть замечательная книга, которую можно перевести как «Корабельное строение», издана в Стокгольме в 1695 году, содержит ряд замечательных иллюстраций. Вот, в частности, этот лист показывает корабельную артиллерию, пушка на гондеке и вся принадлежность. Тут тебе и банник на канате, и шуфла, и лом, и рог с затравками, и калибр. Это шаблон, с помощью которого проверяли, подходят ли ядра к орудию. Собственно, это применительно к нашим реалиям, возможно, самый близкий рисунок, такой относительно подробный. Ну, да. Дальше есть английская книга 1691 года «The Sea Gunner», в которой есть вот такая иллюстрация. Здесь показано орудие и, вот, в частности, банник на канате тоже неплохо показан. Дальше есть находка Кирилла Борисовича. Это французская рукопись 1671 года, но это, судя по тому, что она имеет подписи
капитанов французских кораблей Средиземноморской эскадры, это Тулон, 1671 год, вероятно, это аналог уставного документа по французской морской артиллерии, во всяком случае, флота Леванта, то есть Средиземноморского флота эпохи Людовика XIV, где показано крепление пушки, и именно пушки с брюком, пропущенным через дыру в лафете, что в нашем случае очень ценно, но это нужно будет... Тут есть некоторые веревочки, которых нет в перечне воинской морской комиссии. То есть с этим нужно практически разбираться. Я бы вот, конечно, хотел, чтобы были сделаны такелаж, хотя бы на одну пушку артиллерийский, как положено по размеру. И его можно было бы прикладывать к пушке, чтобы понять, как это могло работать. Потому что иначе теоретически, я боюсь, что разобраться будет невозможно. Из других изобразительных источников тот самый Грюндел, да, это шведская книга 705 года, у него неплохо изображены порты пушечные, порт Талия, да, то есть Порт-Талия, система кстати, блоков да. для поднятия и фиксации. Из интересных деталей железная утка на бимсе, сбоку бимса, которая служила для крепления лопаря порт-талий. То есть не деревянная, а железная утка, такая сбоку приделанная. И, в общем, на Полтаве она напрашивается, потому что, по-моему, сейчас на Полтаве ее нет. Но это необходимый элемент для крепления порт-талий в открытом положении. Как выглядела бочка с кожей, да, вот хороший пример. Кожаный рукав на затяжке, и сама бочка собрана на деревянных ободах. Пальники, известны разные их версии, там с какими-то деревянными наконечниками, с зажимами, но это все, кажется, касается в первую очередь сухопутной артиллерии и уже 19 века. В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге есть модели пальников XVIII века. Они представляют собой палку с простым пропилом на конце. Соответственно, на пальник наматывался фитиль, конец которого зажимался в этом пропиле. Он как бы подпихивался под себя, как бы под петлю. Причем материалы по воинской морской комиссии один в один этот пальник. То есть там деревянный болванчик для заготовки и чуть-чуть железа для копейца. Возникает вопрос, зачем нужно было заостренное копейцо на пальнике на корабле? То есть куда втыкать этот пальник? Но оно было. И у Грундела написано, куда его втыкать. Грундел пишет, что внутрь бадьи для пальника укладывалась бухта старого каната, сверху наливалась вода, и пальник втыкался в бадью. А там надо еще перевод проверить, потому что язык тяжелый, я шведского не знаю, и приходится прибегать к услугам разных знатоков. Возможна интерпретация, что эта бухта укладывалась снаружи этой, значит, бадьи, и пальник наискось втыкался так, чтобы фитиль висел над бадьей. Но мы будем работать над этим, и понятно, зачем нужно было это копейцо тогда в корабельных условиях. Потому что прислонять пальник к бадье снаружи было бы, откровенно абсурдно, потому что при качке, малейшее задевание, качка, все это летит непонятно куда. А втыкание, конечно, хоть внутрь бадьи, хоть снаружи бадьи решало этот вопрос, но теперь надо понять, там фраза построена очень странно, и, как бы сказать, опять же, ученые в процессе поиска ответа. Я обратил внимание, на этом датском рисунке здесь показано, что пальник прямо... Он воткнут в щель в палубе. Возможно, что в щель в палубе, щели в палубе вполне могли быть. И туда, наверное, можно было их втыкать. Но, опять же, об этом нигде не написано. И только Грундел прямо пишет, куда надо втыкать пальник, и что надо с ним делать. Да, и вот гравюра одного из 3 артиллерийских наставлений, которые были при Петре опубликованы. Здесь виден набор затравок, да, это вот с кольцом на конце, шило с буровом или с крючком, или просто заостренным концом. Пороховые рога. Недавно в одной из описей рога ВМФ увидел, что пороховой рог пушечный, он должен быть довольно большой, потому что даже на одну затравку нужно довольно много пороха. Так вот, их поставляли из Малороссии, соответственно, малороссийские валы. Не менее 3/4 фунта должно было быть пороха, то есть 300 граммов не менее в одном роге. Это много достаточно по объему. Сейчас в военно-морском музее в Петербурге проходит замечательнейшая выставка, посвященная Петру и военно-морскому флоту. Там выставлено несколько пороховых рогов, у которых есть латунный носик с подпружиненным клапаном. При этом большинство изображений около Петровского времени нам показывают рога, которые просто запираются притертой пробочкой. И у Грундела сказано, что рог открывается зубами. То есть явно имеется в виду пробка.
Но в русской уже довольно рано, видимо, в России появились рога с пружиной и медной такой закрывашкой. В 30-е годы только такие рога расписаны как предмет снабжения, и мы все-таки думаем, что Петровский был продвинутый в этом смысле, и зубами уже рога пороховые не открывали. Свинцовые крышки. У нас есть, мне, во всяком случае, известны две археологические находки. Одна у нас тут совсем рядом в Выборге. Это находка со шведского корабля времен Выборгского морского сражения, соответственно, 1790 год. Здесь это выглядит как просто лист свинца. Вот так, левой задней ногой я бы сказал его так немножко. Это явно такое какое-то кустарное производство, хотя лист свинца, он просто лист свинца и есть. Вот есть находка с английского корабля, затонувшего в 1691 году. Здесь мы видим, что этот свинцовый лист, он довольно хорошо облегал пушку и повторял весь ее рельеф. Эта деталь имела такие загнутые концы и 4 дырки по краям для, соответственно, привязывания к казне. Про вес, естественно, тут сложно что-то сказать, но они не выглядят слишком массивными. Ну, мы просто... свинец сам по себе достаточно плотный, поэтому... Но у меня ощущение сложилось, что если толщина была примерно такая же, как у Выборгской шведской, вот этой шведского листа, то примерно половину наружного охвата пушки, казенной части, эта покрышка закрывала. Ну и с точки зрения надежности и уверенности в том, что она сыграет свою роль, наверное, это было разумно. Ну да, но вот на рисунках, которые мы сейчас видели с принадлежностью, там, у испанцев она, не очень большая. У испанцев она очень узкая, но длинная. Тут вот как раз в следующем рисунке она видна. Ну что ж, я предлагаю на этом завершить нашу теоретическую часть. Еще раз большое спасибо Верфи исторического судостроения Полтава. И всем нашим слушателям, как по эту сторону объектива, так и по ту.